Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Владимир Зеленский заявил, что Украина отказывается от продления договора о транзите газа из России. Далее цитата. «Договор с Россией никто продлевать не будет, на этом поставлена точка», — сказал он. Однако оговорился, что если европейские компании будут заинтересованы, то он так и быть рассмотрит их предложение. Александр, как можно расценивать его слова и быть транзиту, не быть? Что скажете? По сути, ничего нового абсолютно не было сказано. То есть, какие мы тезисы услышали? Транзитный контракт не будет продлеваться. Мы это слышим больше года. И на этом канале мы неоднократно обсуждали заявления разных функционеров на территории Украины и за пределами Украины, которые касались этого вопроса. Притом за пределами Украины звучат голоса двух групп говорящих. Первая группа – это политики общеевропейского характера, ну, вроде Урсулы фон дер Ляйен. То есть тех людей, которые, представляют руководство всего Европейского Союза сразу. Они говорят, фактически о том, что мы не будем в этом всем участвовать, мы не будем подталкивать Украину, чтобы она заключала новый контракт, мы в этом не заинтересованы, и вот пусть Украина сама решает. Хорошо. В общем-то, ваше присутствие и не нужно. Оно не является необходимым условием для подписания любого контракта между хозяйствующими субъектами или включения иного механизма взаимодействия. И вот тут мы переходим ко второй группе говорящих, а это либо представители компаний-покупателей, либо представители руководства стран, в которых эти компании-покупатели прописаны. В первую очередь речь идет о тех странах, которые до сих пор получают газ из Украины. Точнее, транзитируемый, российский газ, транзитируемый по территории Украины. Это Венгрия, Чехия, Словакия, это Италия, и там еще, может быть, до кого-то какие-то крохи доходят. Для нас здесь важно, что представители ряда центральноевропейских государств выступали еще в начале текущего года с тем заявлением, что даже если не будет транзита, мы тут уже близки к заключению соглашения о том, чтобы транзит продолжался, но в иной форме. Там потом это заявление, как бы это так поизящнее сказать, дезавуировалось. Короче говоря, его опровергала украинская сторона, но опровергала тоже странно, в стиле «погодите, мы никому не говорили, что будет какое-то соглашение». Вы не говорили, люди сказали, в чем проблема. Проблема в том, что украинская сторона, как мне представляется, прекрасно понимает, что в их интересах продолжать транзит. Не только потому, что какие-то деньги за это поступают. Какие деньги поступают, мы с вами даже можем проговорить в этом видео. Да, ждем в комментариях людей, которые придут и выскажут оригинальную мысль, что надо обрубить поставки, потому что волшебным образом газ, поступающий в Словакию, оказывается на военных заводах Германии, и там из него делают леопарды. Да, ждем вас с этой оригинальной мыслью. Можете даже описать, по какому маршруту газ, потребляемый в Словакии, оказывается на военных заводах в Германии. В общем, пожалуйста, давайте. Нам нужна активность, особенно в текущей ситуации, когда вот с Ютубом все не очень хорошо. Кстати, если вы смотрите нас на ВК, пожалуйста, поставьте лайк, напишите какой-нибудь комментарий, потому как на ВК вообще непонятно, что творится с алгоритмами продвижения. Мы хотим понять, поэтому чуть больше активности, если вам не сложно. Вам же не сложно лайк поставить. Пожалуйста, поставьте. Так вот, возвращаясь. По сути, представители вот этих государств, возвращаясь к этой всей истории, представители всех этих государств высказывают довольно банальную мысль. Транзит будет продолжаться. Это в интересах Украины. Да, это в интересах Украины, поэтому, когда местное руководство или представители местных «Нафтогаза», оператора газотранспортной системы Украины, это разные компании, так на секундочку, выступают в стиле «мы не будем продолжать транзит», а некоторые еще уточняют, мы не будем вступать ни в какие взаимоотношения новые с российской стороной, то они не говорят, что транзита не будет. Они говорят то, что они говорят. Не будет контракта и, прям совсем жесткий вариант, они не будут вступать ни в какие отношения с российской стороной. И что? Казалось бы, контракта нет с Россией.
в отношения не вступают, значит, все, транзита не будет. Но в интересах ли Украины этот самый транзит? Да, в ее интересах, и еще раз, не потому, что деньги идут, но и потому, что это своего рода точка давления и на западных партнеров тоже. Притом на ту их часть, которая, ну, периодически пытается там на стоп-кран нажимать и какие-то наиболее экстремальные решения либо сдвигать вправо, либо просто останавливать. Речь идет про группу стран вроде Венгрии и Словакии. Не то, чтобы им все супер удается, но тут нужно понимать, что со стороны Венгрии и Словакии там своя игра идет по укреплению своих позиций, по укреплению, ну, скажем так, позиций местного руководства внутри своих государств. В общем, не надо воспринимать, что там какие-то друзья есть по ту сторону, которые ради нас что-то делают. Нет, там просто есть люди, у которых есть свои интересы, и эти интересы совпадают с нашими. Это хорошо, это прекрасно, потому что вот эта вся дружба, все рассказы о том, что, ой, ребят, мы вас так любим, дайте денег, они всегда заканчиваются именно этой фразой. Дайте денег, мы вас любим, дайте денег. Все, кто приходит сразу, ребят, давайте деньги зарабатывать, вот с ними можно иметь дело. Венгрия и Словакия в данной ситуации, в текущей ситуации, они выступают с этих позиций. Так вот, то есть Украина в прекращении транзита не заинтересована. Сейчас, по большому счету, если мы посмотрим на действующий контракт, который действует с 20 по 24 годы включительно, и если посмотрим на ту его часть, которая относится к периоду с 21 по 24 годы, то мы можем сказать, что обязательный платеж, который должен выплачиваться «Газпромом» в адрес оператора газотранспортной системы Украины, составляет порядка $1 миллиарда. Очень много, безусловно, да, все понятно. Этот объем, я понимаю, что сейчас у многих, кто это услышал, какая-то эмоциональная реакция пошла. Давайте вот вы дослушайте, а потом вы свою эмоциональную реакцию в комментариях можете вот высказать прям в полной мере. Внимание. В действующем контракте прописан пункт «качай или плати». Этот пункт подразумевает, что есть фиксированный объем прокачки газа, выраженный в объемах суточных, которые нельзя переносить на следующие сутки, на следующий сезон. Есть гарантированный суточный объем прокачки, который составляет на период с 21 по 24 годы порядка 106,9 миллиарда кубических, 106,9 миллиона кубических метров, собственно, в сутки. Иногда вы можете увидеть высказывание 40 миллиардов в год. Это 40 миллиардов в год совокупный объем, гарантированный посуточно выраженный. Понятно, да? То есть вы не можете перенести этот объем на другой период, вы платите за сутки. Если зачем «Газпром» на это подписался? То есть качай или плати, в прошлом контракте такого не было. Он подписался, чтобы у Украины не было из-за противоречивых юридических формулировок в контракте возможности прийти в какой-нибудь арбитраж и сказал: тигру не докладывают мясо, заплатите нам $миллиарды за это. Было судебное разбирательство до 2022 года, в ходе которого Украина воспользовалась вот такой двусмысленностью и благорасположенностью стокгольмского арбитража, чтобы получить с «Газпрома» энную сумму денег, там порядка $2,5 миллиардов получалось, за якобы невыполненные обязательства по прокачке газа. Принципа «качай или плати» в предыдущем контракте не было. Но там были некие формулировки относительно гарантированных объемов прокачки газа, за которыми не стояло никаких санкций, то есть санкции там не прописывались. Этот контракт выложен в публичное поле, все желающие могут с ним ознакомиться. Это не то чтобы нормальная ситуация, но некоторые люди на Украине решили этот контракт выложить на общее обозрение, и вот теперь вы тоже можете его, если что, найти, это несложно, и прочитать. Так вот, третий момент. Платежи фиксировались. Да, они чуть-чуть увеличивались от того, что было в 2019 году, но они фиксировались на весь срок действия контракта. То есть для «Газпрома» это было выгодно. Это гарантия того, что к нему не придут и не начнут предъявлять какие-то странные претензии. У него фиксировались платежи, которые не были зависимы ни от цены газа, ни от там, инфляции, ни от чего. Все, вот столько мы платим за газ. Ну и у него были, соответственно, гарантии и он давал гарантии по прокачке. Сейчас гарантированный объем прокачки, конечно, вот этот 106,9, но так как каждые сутки «Газпром» подает заявку на прокачку газа порядка 30-35 миллионов кубических метров через Сохрановку, а Украина не принимает эту заявку и не исполняет ее,
«Газпром» еще в 2022 году сказал, ну, это ж не мы не прокачиваем, это вы не даете нам прокачивать, вы нарушаете контракт без объяснения причин, не будем вдаваться в подробности, но без объяснения причин. Соответственно, мы считаем, что мы оплачивать эти объемы не должны, несмотря на то, что они подпадают под вот этот фиксированный объем. До свидания, если что, увидимся в суде. Оператор газотранспортной системы Украины и «Нафтогаз Украины» всполошились, сказали, мы пойдем в суд, ну вот до сих пор ходят. Удачи им, если что, можем даже подсказать эту самую дорогу. Я думаю, каждый желающий может подсказать «Нафтогазу» и оператору газотранспортной системы Украины необходимую дорогу, по которой им надо в связи с этими обстоятельствами пройти. Вот, это действующий контракт. То есть, при том, что через Украину физически сейчас прокачивается, прошу прощения, платежи. И, соответственно, объем платежей, скорее всего, сейчас составляет порядка 800 миллионов долларов в год. Это вот то, что платится в рамках этого контракта. А как? Почему платится? А кто-то кому-то войну объявлял? Ну, у нас есть юридический статус война. Либо Украина нам, либо мы Украине. Нет. Ну, в таком случае, я понимаю, это звучит, может быть, очень странно, но юридического обоснования прекращения действия контракта нету. И заметьте, украинская сторона контракт выполняет. Тоже интересно, не так ли? Я думаю, там по ту сторону тоже задают вопрос, как это так? Если вы переслушаете все, что сказал Зеленский, то вы услышите, транзитного контракта не будет, но если придут европейские компании, мы обсудим. Европейские компании, ну, если они будут продолжать подавать заявки. Они продолжают. Точнее, если будут продолжать посылать запросы, они продолжают. Они заинтересованы. Да и вы, чего вы кривляетесь, тоже заинтересованы. Нет, понятно, вы не хотите, вы хотите потянуть интригу там до зимы. Нет, кстати, вот я, как гражданин Российской Федерации, я за то, чтобы они тянули эту интригу до зимы. Потому что чем дольше они тянут интригу, тем больше напряженность на европейском рынке, тем больше шансов, что в декабре на местном рынке произойдет всплеск цен, точнее, фьючерсы на месяц вперед подорожают, потому что все будут готовиться к прекращению транзита. Поэтому, эй, вы там, вы продолжайте тянуть интригу, пожалуйста. Не говорите ни да, ни нет. Держите европейский рынок в напряжении. Это позволит повысить среднюю цену российского газа, поставляемого в Европейский Союз в первом квартале 2025 года. Поэтому вы молодцы, продолжайте в том же ключе действовать. Мы только за. То есть, резюмируем, будет ли транзит? Если ничего радикально не изменится, в наше неспокойное время эту оговорку надо делать, если ничего радикально не изменится, да, транзит будет. В какой-то иной юридической форме. Ну и оператор газотранспортной системы Украины уже проводил аукционы. И украинская сторона настаивала на аукционах в 2019 году. И сейчас, по сути, ничего не мешает договориться с покупателями российского газа, чтобы они свой газ получали на границе России и Украины, о чем «Газпром» мечтал на протяжении многих-многих лет. Особенно в нулевые годы, когда были активные конфликты между «Газпромом» и «Нафтогазом» в отношении транзита российского газа. Тогда за транзит отвечал «Нафтогаз». Вот. «Газпрому» очень хотелось, чтобы европейские компании получали свой газ на границе России и Украины, и чтобы его транзит газа уже не касался. То есть «Газпрому» это будет, знаете, немножечко приятно. Не то, что прям здорово, ура, ура, но приятно. И последнее. Транзит российского газа, прошу прощения, нет, не так. Импорт газа в Европейском Союзе находится на историческом минимуме в течение всего 2024 года. Показатели ниже, чем у провального 2023 года, но импорт российского трубопроводного газа растет. Немножечко выросла прокачка через Украину, и весьма существенно выросли поставки через турецкий коридор. Сейчас они идут примерно 50/50. Поэтому большой привет всем, кто там от российского газа отказывается. Ну или, по крайней мере, об этом заявляет. На сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, в наше неспокойное время подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании к данному ролику и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово помочь нашему проекту в условиях перехода на отечественные площадки. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.